Мне задают очень много вопросов и о магии в целом, и о Гекате в частности, потому что в социальных сетях я часто пишу о том, что считаю именно Гекату идеальным посвятительным каналом. Давайте я отвечу на самые часто повторяющиеся вопросы, чтобы немного развеять туман над темным и притягательным образом богини. Геката — это черная магия? Черной или белой магию делает не адресат ваших воззваний и ритуалов, а этичность ваших намерений. Величайший из магов прошлого столетия Алистер Кроули полагал, что любая жажда результата делает магию черной. Если во главе угла наслаждение процессом, если вы ничего не ищете и не просите, то вы получаете самый главный дар — огранку вашей силы, и никак не очерняете себя на пути. В этой парадигме, если ты обращаешься хоть к ангелам небесным и просишь у них денег или чьей-то любви, это черная магия. Если ты общаешься с хтоническими подземными духами и ничего не просишь, довольствуясь слиянием, потоком, близостью со сверхъестественным, то это белая магия. С Гекатой можно проводить и черные, и белые ритуалы. Особенно хороша она как проводник между мирами, как великий небесный посвятитель. Но также Геката и исцеляет, и защищает, и в некоторых случаях даже дарует любовь. Как надо защититься перед тем, как пройти посвящение в канале Гекаты? Такой вопрос мне задают почему-то часто. Честно говоря, это вопрос оксюморон. Посвящение, тем более в лунном канале Гекаты, это очень тонкая работа с пограничными состояниями сознания, и она требует как раз полной беззащитности, доверия богине, открытия, отсутствия страха перед тем, что вы подошли к точке важной и серьезной трансформации, которая не факт, что будет безболезненной. Как часто можно проводить ритуалы, связанные с каналом Гекаты? Это зависит от того, насколько плотно вы сосуществуете с этим магическим каналом. Почти все магические практики имеют накопительный эффект. Очень наивно и глупо полагать, что магическая сила обретается в результате единожды проведенной, даже очень мощной практики. К тому же, в магии, как и в социальной жизни, работает закон взаимообмена. Если ты хочешь что-то получить, ты должен что-то предложить взамен, иначе это будет не экологично. А предложить Гекате вы можете разве что ваше внимание. В моем доме есть постоянный алтарь Гекаты, который я не разбираю вообще никогда. Чем опасна Геката? Магическая работа с этим каналом запускает необратимые процессы в вашей психике и в вашем поле. Вы получаете доступ к глубинам, но сможете ли вы справиться с драконами, их населяющими? Не зря защитные механизмы вашей психики оберегают вас от запредельного опыта. Активная магия — это своеобразный взлом системы. Внутреннее равновесие — вот базовая опора вашей магической безопасности. Геката будет тонкая, чувственная, и если это ляжет на ваши незалеченные травмы детства и прочие психологические неприятности, вы просто получите усугубление невроза. Одна женщина обратилась ко мне с таким вопросом. «Меня давно тянет в магию. Я эмпат, хочу научиться видеть, но я с детства боюсь мертвых. Можно ли работать с Гекатой так, чтобы оставить мертвецов за кадром?» И я ответила ей: «Когда откроется видение, мертвые придут к вам первыми. Так это работает. Сперва вы столкнетесь с вашими страхами, потом все остальное. Геката безжалостна. В принципе, как и любая энергетическая волна. Вы сонастраиваетесь с древней силой, функционал которой не входит гладить вас по голове и греть для вас вечернее молоко. Хотите силу? Будьте готовы проработать свои слабости. И будьте готовы к тому, что Геката в первую очередь столкнет вас с обстоятельствами, в которых эти слабости выплывут на поверхность. Вы попросили меч?
так что будьте готовы сразиться с драконом.